Вечер. Как меня слышно? Так, я надеюсь, что все хорошо, все слышно отлично. Мне говорят, что все у нас хорошо. Итак, сегодня мы с вами обсудим позиционную вертебробазилярную ишемию. Относительно этого вопроса очень-очень много белых пятен в отечественной, в российской ультразвуковой диагностике, ультразвуковой ангиологии, а также в странах СНГ. Мы несколько отстаем в этом вопросе, я думаю, ну, на много-много лет. Поэтому, чтобы восполнить пробелы, мы сегодня обсудим этот вопрос, и я проведу hands-on значит, исследование на примере, как оценивать ротационные так называемые пробы. Ну, в целом, давайте вспомним. Диагноз позиционной вертебробазилярной ишемии ставится всем пациентам с головокружением при боковых поворотах головы, также при разгибании шеи, и ассоциирован он считается с костным как бы защемлением позвоночной артерии. Стало почти общепринятым рассматривать диагноз позиционной вертебробазилярной ишемии у пациентов, у которых имеется головокружение или синкопы, когда симптомы связаны либо с поворотом головы, либо с ее разгибанием. Как бы вот уже, да, по умолчанию головокружение, синкопы, давайте сосуды. У вас что-то там с позвоночной артерией. Предполагается, что у этих пациентов имеется ущемление так называемых экстракраниальных сегментов позвоночных артерий, которое не просто идет ущемление, да, оно в принципе есть у всех в той или иной степени, но это ущемление должно быть достаточным для нарушения гемодинамики и появления задних мозговых симптомов. И неудивительно, что таким пациентам могут быть диагностированы вертебробазилярные тензиторные ишемические атаки даже без дальнейшего какого-либо обследования. Ну, вот такие мифы у нас есть, и мы с ними сталкиваемся повседневно. Как же проводится тестирование позвоночной артерии? VAT, Vertebral Arteries Testing, да? Что мы делаем? Мы проводим исследование на предмет позиционной окклюзии позвоночной артерии в положении пациента сидя. Я сегодня это продемонстрирую. При этом проводится обязательно мониторинг задней мозговой артерии, именно первого сегмента задней мозговой артерии с обеих сторон. То есть нам нужен транскраниальный датчик. И выполняем позиционные пробы, которые включают в себя поворот головы влево, пациент поворачивает влево, а мы смотрим заднюю соединительную артерию, первый сегмент. Поворот вправо. Дальше максимальное сгибание головы, то есть вот сгибаем голову и проводим вращение слева направо. Вот так вот, да, максимально разгибаем голову влево-вправо. Следующее – это разгибание головы. И, значит, простите, да, немножко перепутал, максимальное сгибание головы и вращение вправо, влево. Вот таким вот образом. Затем максимальное разгибание головы. И следующее, что необходимо сделать, это нужно расположить голову в положении, которое вызывает симптомы, и также оценить заднюю мозговую артерию. Ну, вот здесь как раз показан пример. С одной стороны мониторируется задняя мозговая артерия, P1 сегмент, P1 сегмент. И как раз видите положение пациента, да, он разгибает голову. Значит, и мы проводим исследование позвоночной артерии. Простите, задней мозговой артерии. Значит, в чем особенность? Все как-то любят вот скорость кровотока, и как изменяется. Здесь история не про скорость кровотока. Здесь как раз будет история про то, как меняется спектрограмма потока
при выполнении различных маневров. Повторюсь, поворот вправо, влево, поворот вправо, максимальное сгибание головы, поворот вправо и влево, и разгибание головы. Вот такие вот тесты. Плюс положение, в котором у пациента появляются симптомы. Почему же вдруг, да, речь идет о позвоночной артерии, а мы с вами смотрим заднюю мозговую артерию? И почему все-таки, да, не так часто это встречается? Это реально очень низко именно вертебробазилярная ишемия, связанная с вот такой вот позиционной, да, воздействием на позвоночную артерию, это очень-очень редкий, меньше 1% вообще в популяции людей страдают вот именно где причина вертебазилярной, где причиной вертебазилярной недостаточности будут вот такие позиционные изменения. Вот давайте с вами вспомним еще раз круг Уиллиса. Я всегда говорю, что запомните очень простой тезис. Ни внутренние сонные артерии, ни позвоночные артерии, они не кровоснабжают напрямую головной мозг. И позвоночные, и внутренние сонные артерии кровоснабжают круг Уиллиса, известный у нас как Виллизиев круг. И он уже перераспределяет кровоток, собственно, по артериям головного мозга. И это очень такая важная и нужная система защиты от каких-то острых состояний, да, перераспределить кровоток там, где есть проблема, в то русло, чтобы доставить. Итак, у нас позвоночные артерии. Две позвоночные артерии входят в полость черепа. Вот они, да, правая и левая. Это у нас с вами VA4 сегмент. Четвертый сегмент позвоночной артерии справа и слева. Затем они сливаются в базилярную артерию. Базилярная артерия у нас терминируется задними мозговыми артериями. Правая и левая задние мозговые артерии. Значит, также в полость черепа входят внутренние сонные артерии. Я вот так вот их обозначу в поперечном сечении. И уже от нее отходят передние мозговые артерии. Передняя соединительная артерия у нас есть. Средние мозговые артерии. И очень важно, все часто очень путают, задняя соединительная артерия. Задняя соединительная артерия – это ветвь внутренней сонной. Вот она, задняя соединительная ПКОА, posterior коммуникантная артерия. Здесь у нас тоже задняя соединительная артерия, она с двух сторон, и она соединяется с задней мозговой артерией, тоже ПКОА. Это у нас АКОА, передняя соединительная артерия, ACA передняя мозговая, MCA средняя мозговая. Вот у нас с вами получился такой артериальный круг, круг Уиллиса. И посмотрите, о чем идет речь. Если с какой-то стороны, допустим, есть проблема, позиционная, так скажем, окклюзия, да, то есть пережала условно, да, если говорить так простым языком, позвоночную артерию, то у нас очень много вариантов для того, чтобы компенсировать и перераспределить кровоток. У нас есть с другой стороны позвоночная артерия, и поскольку здесь давление снижается, то идет перераспределение через заднюю соединительную артерию при необходимости. Это так называемая передне-задняя коллатерализация. Задняя соединительная артерия может работать как задне-передняя коллатерализация, если какая-то проблема с внутренней сонной артерией, так и в обратном направлении. Передняя, задняя коллатерализация. Это очень важные коллатерали. И вот мы с вами имеем такую картину, да. Поэтому у многих здоровых совершенно людей при поворотах головы действительно есть компрессия вплоть до полного, да, полное как бы пережатие позвоночной артерии с прекращением по ней кровотока, но при этом нет симптомов. И здесь как раз зависит, да, от того, что если
нормально у нас с вами коллатеральные пути, то симптоматики не будет, все это скомпенсируется. Когда не будет компенсации? Если, допустим, у нас с другой стороны пациента с возрастом, да, проксимальный атеросклероз позвоночной артерии, он ограничивает поток, и, допустим, отсутствуют задние соединительные артерии с одной или хуже с двух сторон, да, полностью разобщенный, значит, изолированное как бы заднее кровообращение. В этом случае, да, коллатерализации не будет. Но это мы с вами всегда обнаружим, мониторируя вот именно вот это, вот этот сегмент. Так, другой бы цвет. Вот он. Первый сегмент позвоночной артерии с одной стороны и с другой стороны. Обязательно с двух сторон смотрим реакцию. И если полностью происходит компенсация, то есть нет никакой вертебробазилярной недостаточности, то мы с вами на спектрограмме получим соответствующие эффекты. Значит, как они будут выглядеть? Попытаюсь тоже это изобразить схематично, потом покажу на спектрограмме. Значит, вот у нас исходная спектрограмма демонстрирует стремительное нарастание систолического пика. Напомню, это PCA1 сегмент. Ну, неважно там с какой стороны. Стремительное нарастание, значит, стремительный спад систолической волны и, значит, диастолическая подача. Снова пошло, да? То же самое. Вот у нас с вами исходно такой тип спектрограммы. Вот такая форма. Повернул пациент голову вправо-лево, да, возможно, скорость она как-то изменится, но это не параметр, который необходимо оценивать. Мы здесь оцениваем с вами, как меняется вот именно форма спектрограммы. Повернул вправо, повернул влево, форма спектрограммы не изменилась. Мы с вами видим также стремительное нарастание систолического пика, также очень быстрый спад систолической скорости. И это будет указывать на отсутствие именно истинной вертебробазилярной недостаточности. То есть, если мы проведем с вами с двух сторон оценку задней соединительной артерии при разных положениях головы, о которых мы сказали, и форма спектрограммы при этом не изменится, она будет соответствовать ожидаемой форме спектрограммы, это полностью снимет, да, опасения в пользу вертебробазилярной недостаточности. Потому что то, с чем я сталкиваюсь практически вот повседневно, это когда при поворотах головы смотрят позвоночную артерию, и вот начинают описывать при повороте головы там в такую-то сторону пиковая систолическая скорость снизилась более чем на 30%, да, и вот это значит вертеброгенное влияние. Ну, вертеброгенное влияние, оно, безусловно, ну, будет присутствовать, но при этом оно не приведет к вертебробазилярной недостаточности. У нас это задача именно доказать, что данный симптом у пациентов, в частности головокружение, синкопы, связаны с истинной вертебробазилярной недостаточностью. Понимаете? А вот если, допустим, при поворотах головы, я сейчас другой вариант нарисую, мы с вами увидим вот такую форму спектрограммы, медленное нарастание, очень медленный спад, вот такой вот, да. Это форма спектрограммы, вы знаете, называется Tardus Parvus. Скорость тут не просто снизится, она резко снизится. Скорость очень медленно будет нарастать систолическая волна, не будет заостренная систолическая волна и очень медленный такой непрерывный пандиастолический поток. Это Tardus Parvus. И вот в этом случае как раз и будет свидетельствовать о том, что у пациента имеется истинная вертебробазилярная недостаточность. И головокружение, допустим, и другая симптоматика, да, они будут связаны именно с истинной вертебробазилярной недостаточностью. Вот такая немножко, вот такой каламбур. Значит, здесь вот на примере мы с вами видим, давайте посмотрим спектрограмму, стремительное нарастание систолического пика. Происходит также очень хороший спад, четко видим вершину, пик систолической скорости.
То, что называют, да, такая выемка, если это инцизура, она соответствует закрытию артального клапана. То есть здесь дифференцируются все компоненты спектрограммы. Здесь нет никакого указания на то, что есть какая-то проблема, да, гемодинамическая. То есть никаких проксимальных эффектов мы не видим. Проксимальные эффекты, вернее, дистальные эффекты проксимальных стенозов здесь отсутствуют. Значит, нарушение коллатерализации коллатеральных путей системы передней циркуляции, значит, при позиционной окклюзии одной или обеих позвоночных артерий. Вот это приводит к вертебро-базилярной недостаточности. То есть нарушается коллатерализация передне-задняя, когда имеется позиционная окклюзия одной или обеих позвоночных артерий. Чаще это может быть следствие шейного спондилеза, и необходим билатеральный транскраниальный мониторинг задних мозговых артерий при вот этих ротационных провокационных тестах. И диагностический признак – это кратковременное снижение скорости в задней мозговой артерии при поворотах шеи и возвратная гиперемия. Обратите внимание, и очень важный момент не только, что спектрограмма она изменилась, но как только пациент, да, вернул голову в исходное положение, начинается возвратная гиперемия. Вот это очень важный момент. Коллеги, если у кого-то прерывается нет звука, это проблема не с нашей стороны, это проблема с соединением интернет. Потому что если вы сидите на мобильном, значит, интернете, то там такие вещи возможны. Поэтому проследите за качеством соединения. Итак, что вообще по этой проблеме, да, можно найти, какие исследования, какие данные в литературе. Вот, в частности, очень показательное провели исследование Султан с авторами. Они сообщили, что позиционные вертебро-базилярные симптомы были вызваны поворотами головы. Ну, вы меня слышите, текст закрыт, Никита. Ну, давайте уж. Я все это проговариваю. Значит, они выяснили, что вертебро-базилярные симптомы вызваны поворотом головы примерно у 76% пациентов. И у 24% симптомы развились после разгибания шеи. То есть вот, да, после разгибания. Ни у одного пациента, заметьте, ни у одного пациента, а там свыше 100 пациентов было обследовано с головокружениями, и ни у одного из них не было обнаружено каких-либо изменений кровотока в задних мозговых артериях при ротационных тестах. Все эти пациенты были направлены в вестибулярный центр, где им была диагностирована доброкачественная позиционное головокружение с положительным эффектом от лечения у 96%. И вот здесь как раз в правом нижнем углу вы видите статья еще в 2009 году, когда это было опубликовано. Ну, сейчас, на секундочку, да, год мы с вами понимаем 2003, вот можно себе представить, насколько мы отстаем в этом вопросе. Вот для того, чтобы устранить эти пробелы, да, как раз вот один из путей вот сегодняшняя наша с вами встреча. То есть прошло уже, да, 14 лет, да? И да, 14 лет, вот вам отставание в этом вопросе. Значит, в 2002 еще году, заметьте, 2002 год, здесь также в левом нижнем углу представлена, значит, журнал, где была опубликована статья. И посмотрите, вот этот вопрос, он уже, ну, был фактически раскрыт. Это, кстати, одна из первых вот таких статей по проблеме позиционной вертебро-базилярной недостаточности, да, связанная с поворотами головы. И вот авторы статьи как раз показали пример, когда при повороте головы происходит изменение
параметров спектрограммы в задней мозговой артерии. К сожалению, тогда оборудование было не такого качества, как сейчас, да. Это был так называемый слепой доплер. И вот посмотрите, какая четкая реакция. Полностью, да, как бы абсолютно исчезла спектрограмма в одной из задних мозговых артерий при вот таких вот ротационных маневрах. И затем пациент снова в исходное состояние возвращает голову, и происходит опять восстановление, даже гиперемия. Здесь несколько даже увеличилась скорость кровотока, да, и систолическая, и даже диастолическая. То есть это как раз связано с восстановительной, так скажем, гиперемией. Вот как проводится вообще этот тест. Я уже раньше показывал где-то вот этот вариант. В идеале это, конечно, не дуплекс использовать, а использовать билатеральный мониторинг, который, да, слепой доплер и специальные датчики подключаются, да. Фактически он используется для эмболодетекции в диагностике кардиоэмболической болезни. И вот посмотрите, да, закрепляется специальное фиксирующее устройство на голове, и датчик выводится задняя мозговая артерия с одной и с другой стороны, фиксируется датчик, и вот дальше уже врач проводит, да, помогает вот выполнить вот эти маневры, повернуть, поднять голову, повернуть в одну сторону, в другую, опустить голову и так далее. И вот здесь как раз, обратите внимание, можно проследить, что это не просто история про то, что скорость кровотока снизилась, а здесь кардинально изменилась форма сигнала, спектрального сигнала. В данном случае вот на нижней спектрограмме мы видим типичный тардус парвус. То есть вот здесь, да, мы можем сказать, что имеется позиционная вертебробазилярная недостаточность, и существующие пути компенсации, они, ну, отсутствуют пути компенсации, они не работают. И те симптомы, которые имеются у пациента, они ассоциированы как раз с именно клинические симптомы ассоциированы с нарушением кровотока по вертебробазилярным артериям. И обратите внимание, вот здесь мы видим четко, как только пациент возвращает голову в исходное положение, наступает гиперемия. Резко, да, ну, заметно увеличилась пиковая систолическая скорость, конечная диастолическая скорость. То же самое и на верхнем примере. Мы видим не просто снижение, а резкое снижение пиковой систолической скорости, более замедленное нарастание систолической волны и замедленный очень спуск. Да? То есть это тоже тардус парвус. И после того, как пациенту вернули голову в исходное положение, наступила гиперемия. Итак, вот критерии положительной условной пробы, да, то, что мы говорим, критерии позиционной вертебробазилярной недостаточности. Это резкое снижение скорости вплоть до исчезновения спектрограммы и изменение спектрограммы на поток по типу Tardus Parvus с гиперемией после восстановительный период. Вот это четко здесь видим. Итак, экстракраниальная компрессия позвоночной артерии при разгибании или вращении головы — это, запомните, чрезвычайно редкое явление. Менее 1% всех пациентов с головокружениями имеют вот такой вариант позиционной вертебробазилярной ишемии. Я видел данные, где описывается от 0,1 до 0,5% всех пациентов с головокружением. А у нас, видели, да, происходит и, ну, наверняка многие из вас, используя какие-то старые непонятные критерии, также проводят гипердиагностику, то есть переоценивают вертебазилярную недостаточность, ориентируясь по спектрограмме кровотока на шейных сегментах позвоночной артерии.
Так вот, головокружение чаще всего связано с патологией внутреннего уха. И я вам сегодня покажу этот пример. Диагноз экстракраниальной компрессии позвоночной артерии не следует ставить без предварительного тестирования вестибулярного аппарата. То есть нужно как-то вот взять за правило не доплеровский метод выбора, а тестирование вестибулярного аппарата. Если не выявляется никаких проблем с вестибулярным аппаратом, тогда уже проводится дуплексное исследование или слепое исследование с вот такими поворотными тестами. Давайте я вам покажу пример. Буквально совсем недавно мы значит, школе, на сочинской школе, как раз вот у нас был такой, мы разбирали вот данный вопрос, и после школы ко мне обратилась коллега с тем, что вот, знаете, у меня есть пациентка, у которой головокружение постоянное и которая, ну, значительно снижает качество жизни. И как бы это не история про вертобазилярную недостаточность. Значит, у пациентки жалобы на эпизоды головокружения, усиливающиеся при движении головы. Они вызывают постоянную неустойчивость, эпизодическую заложенность в ушах, больше слева при головокружении, часто интенсивные локализованные головные боли и тревожную такую общую готовность. И пациентка была направлена к отоневрологу. Запомните нашу специальность, которую нужно, куда нужно отправлять таких пациентов. Это не просто невролог. И это не просто отоларинголог, это отоневролог. Значит, отоневролог проводит обследование и составляет так называемый вестибулярный паспорт. Как видите, здесь присутствуют статокоординаторные и статокинетические пробы. Он оценивает разные тесты. Обычный невролог это не выполняет. Дальше оценка идет спонтанного нистагма, также при различных провокациях. И здесь как раз, да, как бы описан статус у пациента с учетом вот этих вот маневров. Немножко мысль потерял. И следующий вот очень важный этап – это нейровестибулярное исследование с помощью очков видео Френзеля. Френзелевские очки, специальные видеоочки используются. Значит, и здесь также описывается, значит, реакция, да, на вот это вот нейровестибулярное тестирование. Значит, и посмотрите, что указывает отоневролог. Состояние не соответствует в большей степени другому диагнозу или диагнозу другого вестибулярного расстройства. На основании клинической картины, данных позиционных тестов, глазодвигательных реакций, статокоординаторных исследований, нейровизуализации, аудиограмм выставлен предварительный диагноз. Идет H81.0, это болезнь Меньера, вестибулярная мигрень эпизодическая, хроническая головная боль напряжения, хроническая мигрень с аурой. Вот такой совершенно диагноз. То есть это не история про позвоночную артерию и, значит, про истинную вертобазилярную недостаточность. Это совсем, так скажем, другая история, как вы понимаете, да? И вот самое основное, что нужно запомнить, что таких пациентов, их крайне мало. Их очень мало с вертобазилярной недостаточностью позиционной. И чаще всего это состояние называется доброкачественное позиционное головокружение. Этой проблемой занимаются не неврологи, этой проблемой занимаются отоневрологи. У них набор специальных тестов, специального оборудования для того, чтобы диагностировать вот эту нозологию и, соответственно, проводить уже целенаправленную терапию.
Да, вот неврологи, отоневрологи есть везде. Мы нашли даже вот в Астане, отоневролог был ближе всего к данной пациентке. Есть в Москве, есть в Екатеринбурге. Вот у нас коллега Никита пишет, что и в Ростове-на-Дону. То есть действительно сейчас можно везде найти отоневролога ближайшего. Поэтому это не история про позвоночную артерию. Здесь мы реально отстали, к сожалению. А отстали мы из-за того, что просто неправильно оцениваем. У нас идет просто в очень больших масштабах переоценка вертебробазилярной, позиционной вертебробазилярной недостаточности. Ну и сейчас мы буквально небольшую паузу возьмем, подключим прибор и, соответственно, вам продемонстрируем. Коллеги, и сейчас мы исследование проведем на ультразвуковом приборе Резона 6, Mindray Резона 6. Можно использовать стандартный дуплексный прибор. В идеале, конечно, это делать на мониторинге, это сокращает время исследования. Но мы сейчас это с вами сделаем тем прибором, на котором вы работаете каждый день. Значит, я переключаюсь на программу транскраниальную, TCI, Transcranial Imaging. И у нас пациентка, которую периодически беспокоит головокружение. Правильно, да? Отлично. Значит, чуть-чуть голову вперед. И, значит, вспомним, да, по соглашению индикатор датчика, поперечная плоскость, всегда смотрит в правую сторону пациента. Поэтому я индикатор направляю в правую сторону пациентки. Сейчас оптимизируем глубину. Вот мы уже видим большое затылочное отверстие в центре. Цитопотоковая визуализация и вот наши артерии. Я устраню спонтанный элайзинг, увеличим шкалу. Так, ну здесь мы с вами видим все хорошо, да? Проблем нет. Визуально. Теперь давайте попросим сесть вот, да, вот так. И начнем справа, тестирование справа. Нам нужна задняя мозговая артерия. Ставим датчик в височное окно. И вот у нас красным цветом окрашивается P1 сегмент задней мозговой артерии. Он нам и нужен. Я активирую импульсно-волновой доплер и регистрируем спектрограмму. Значит, звук я выключу, чтобы он нам не мешал. Что мы здесь видим? Мы видим, присутствует стремительное нарастание систолической волны. Так, еще раз запущу. Сразу же, вполне ожидаемая, да, форма спектра. Стремительное нарастание систолической волны, стремительный спад, хорошая идет диастолическая подача. Все, мы с вами в голове у себя зафиксировали. Вот такая форма спектрограммы у нашей пациентки. И сейчас мы повернем голову вправо. Поворачиваем голову вправо. Я снова вывожу первый сегмент. Значит, что мы видим? Опять стремительное нарастание систолического пика, острая вершина, вполне ожидаемая спектрограмма. Я сразу же оговорю, что скорости я намеренно не регистрирую, и угол я намеренно не корректирую, потому что здесь скорости, это не история про скорость. Вот это основное, что как бы я хотел бы донести. Значит, поворачиваем голову в другую сторону, регистрируем спектрограмму. Также нужен первый сегмент. Вот он присутствует здесь, записываем спектрограмму. И посмотрите, опять ожидаемая форма спектра. Я немножко даже добавлю,
чтобы лучше было видно. Видите, стремительное нарастание исторического пика, острая вершина, отличная диастолическая подача. Мы видим с вами инцизуру в момент закрытия артального клапана. И, значит, здесь опять все нормально. Елена, поворотные пробы необходимо выполнять строго по направлению невролога в каждом протоколе. Вот смотрите, направлять нужно не по направлению невролога, а по направлению отоневролога. Изначально пациент идет к отоневрологу, а уже отоневролог, если он не находит каких-то проблем с вестибулярным аппаратом, тогда эта история уже про вот эти пробы. Первоначально к отоневрологу. Вот это вот просто вот я понимаю, что это сложно, да, вот так воспринять, сложно это принять, но это нужно сделать. Иначе вот так называемые вертеброгенные влияния, которые вы, возможно, описываете, они как не повлияют на качество жизни. Это совершенно другая проблема, совершенно другая история. Давайте сейчас у нас пациентка голову вверх. Вот так, видите, мы запрокидываем голову вверх. Я на примере, с вашего позволения, только одной стороны, потому что то же самое нужно сделать с другой стороны. Значит, выводим снова заднюю мозговую артерию. У нас пациентка запрокинула голову. Значит, еще был вопрос, можно ли лежа? Знаете как, проводится лежа, но пациент свешивает голову с кушетки, тогда еще лучше. Вот просто свешивается голова, тогда лучше. Значит, выводим. Вот у нас задняя. Я уже по цветопотоковой визуализации могу сказать, что здесь проблем нет. Так, сейчас. Вот пошла. Так, вот я сейчас остановлю. Видите, опять мы видим стремительное нарастание систолической волны, острая вершина. Вот это инцизура закрытия артального, простите, клапана, хорошая диастолическая подача. Это не тартус парус. Теперь, соответственно, голову поворачиваем в одну сторону, запрокинутую голову, допустим, влево мы повернули. Сейчас я зарегистрирую, продемонстрирую. Соответствует ли она ожиданиям? Вполне, да. Вот я даже не буду до конца писать. Мы здесь опять с вами видим точно аналогичную историю. Стремительное нарастание, острая вершина. Инцизура, значит, что хорошо. Когда тардус парус у нас прямо очень медленно нарастает, дальше скругляется вершина, пик, и очень медленно спадает. Там вообще ни инцизура не будет, то есть значительно будут отличаться. Вы прекрасно знаете, что такое тардус парус. И сейчас то же самое, голову назад и запрокидываем назад и максимально поворачиваем в другую сторону. Ну смотрите, здесь у нас вообще прекрасно. И опять ожидаемая форма спектрограммы. Стремительное нарастание, острая вершина, инцизура, отличная диастолическая подача. И вот очень важно теперь голову разогнуть, вперед, наклонить вперед. Я уже по цветопотоковой визуализации вижу, что все отлично. Я думаю, вы понимаете, да, что я имею в виду. Очень хорошо цветом структура нормального ламинарного потока. Немножко сейчас заговорился и сместился. Вот еще раз. Опять вполне ожидаемая форма спектрограммы. Мы видим стремительное нарастание, видим инцизуру, хорошую диастолическую подачу, и каких-либо проблем здесь нет. Понимаете? Большое спасибо. Так, и вот это тоже ровно то же самое мы выполняем уже с другой стороны. Можно вот туда присесть. Выполняем то же самое с противоположной стороны. И, соответственно, уже смотрим, нет ли. Надеюсь, что в этом плане все было понятно. В принципе, здесь, я думаю, все это достаточно показательно. И еще раз, да, самое главное, не доплерография метод выбора, а отоневролог. Вот, так скажем,
мы должны с вами рассматривать вертебазилярную достаточность в самом последнем, вообще вот самая последняя инстанция. Это изначально должен заниматься этим отоневролог. Потому что, ну, вот понимаете, какое это получается 99,5% пациентов с головокружениями это не сосудистое головокружение, это доброкачественное позиционное, да, головокружение, либо это вот как прошлый вариант, там болезнь Меньера. Напомню, что стандартный невролог, да, потоковый невролог, он не имеет соответствующей квалификации, он не имеет соответствующего оборудования для того, чтобы провести вот такую всестороннюю оценку вестибулярного аппарата. И давайте я сейчас отвечу на вопросы. Вижу, что много вопросов поступило. Если можно там подняться, откуда, да? Так, вот, отлично. Можно ли с помощью, там был вопрос, нет, вот, так, вот. Можно ли с помощью ротационных проб заподозрить подвых атланта? Нет, это за пределами возможностей, это совершенно, ну, другая история. Это все-таки лучевые методы диагностики лучше. Можно лежа смотреть V4 и базилярную? Ну, можно лежа, только да, пациент голову поворачивает в сторону, допустим, либо вы его кладете на бок. Так. Как быть, если проницаемость височного окна снижена? Предстоятельный вопрос выше. Обязательно смотреть положение сидя. Лучше с положения сидя. Потому что запомните, вот тестирование на вертебробазилярную, компрессионную вертебробазилярную достаточность, это абсолютно отдельное исследование. Видите, сколько занимает времени, фактически даже больше, чем стандартное дуплексное исследование средней мозговой, да, передней мозговой, задних мозговых артерий, позвоночных артерий. Здесь нам надо одно положение с одной стороны, с другой стороны. Потом второе положение с одной, с другой стороны. Потом вот это с одной, с другой стороны. Вот это с одной, с другой стороны. У меня уже получилось, да, количество какое. Потом сюда, а потом еще сюда. И вот так вот еще, да, вот так вот мы еще не сделали. И получается, что много нам приходится регистрировать спектрограмм. Это вообще отдельное исследование. Здесь не история про все артерии головного мозга, основания черепа, да, не все интракраниальные артерии и не шейные сегменты. Это вот если мы с вами находим вертебазилярную истинную недостаточность, тогда мы с вами расширяемся. Мы, безусловно, там будем и шейные сегменты, и смотреть, что там проксимально в позвоночной артерии, как меняется спектрограмма. Да? Вы знаете, что если идет позиционная окклюзия, то мы увидим в том числе престенотические эффекты, это резкое снижение диастолической подачи. Кстати, вот относительно окна, да, задавали вопрос, но видите, если нет окна, как мне сказали, мы не сможем оценить. Тогда это уже, где-то я видел вопрос, был очень быстро. Так, где-то про окно было. Нет, выше. Так, вот отсюда ниже. Как быть, если проницаемость височного окна снижена? Ну, здесь смотрите, Елена, проблема такая, что оценить вот все эффекты вы не сможете понять, да? Вы, допустим, на шее увидите, что есть перистонатические эффекты, когда диастолическая подача резко снижается, вплоть до исчезновения, да? Мы видим острый систолический пик, острую систолическую волну, и диастолическая подача вот крайне скудная, либо она отсутствует, значит там впереди либо очень тяжелый стеноз, либо окклюзия, вот в том числе позиционная. Но мы же с вами не сможем оценить вот эти вот пути, да, коллатерализация. Здесь ключевым моментом является не факт компрессии, он присутствует у многих. Вот факт того, что происходит позиционная компрессия, это встречается очень-очень часто. Но нам-то нужно выяснить, а вообще это как-то компенсировано.
Это, то есть, нарушение кровотока позиционной позвоночной артерии, оно приводит реально к дефициту вертобазилярному или нет? И не имея окна, не визуализируя заднюю мозговую артерию, мы сказать не можем. Здесь уже либо у вас, я не знаю, может быть такая ситуация, что ну, прибор по своим техническим параметрам плохо, да, достаточно не всем пациентам. Вот есть такая история, что вот мой прибор, он, к сожалению, вот, а у кого-то, знаете, у меня прибор, он прям вот редко, когда окно. Помните о том, что больше 70% всех, кого мы смотрим, мы можем увидеть все артерии. Если у вас больше количество вы не видите, да, то ну, здесь уже другой вопрос, что прибор технически соответствует, может ли на это соответствующий имеет параметр ультразвук, чтобы пробить окно. Либо вот то, что я говорил, это слепой доплер. Он достаточно хорошо пробивает, лучше любого дуплекса. Либо это уж если совсем, да, все плохо с височным окном, тогда эта история как раз про исследование контрастное, также с позиционной пробой, но здесь уже вам отоневролог может, он также проводит и позиционные исследования, и он, допустим, вот при повороте туда-то, туда-то, да, появляется вот с такой-то стороны, там, нистагм и так далее. Вы понимаете, что, ага, значит, вот с этой стороны нужно тщательно смотреть, что и как там происходит именно в задней мозговой артерии. И здесь как раз уже лучевые методы. Присоединяюсь к вопросу, смотреть, ну, стандартно, еще раз, либо сидя, либо лежа, но голова свисает, и вы как бы вот проводите исследование. Это самое идеальное, потому что когда у головы есть поддержка, то это не будет история про тестирование вертобазилярной достаточности. Лежа на кушетке голова, никто не думайте, что вы добьетесь нужного эффекта, который нам нужно обследовать. То есть, если лежа, то голова должна свисать. Поэтому лучше сидя. Значит, поворотная, так это я ответил. Как правильно заключение, да, оформлять? Вы так и описываете. Вот так же, как я примерно показывал, значит, что-то невролог при повороте головы влево отсутствуют гемодинамические эффекты в задней мозговой артерии с обеих сторон. Да? Вот можно табличку прямо сделать. Вправо отсутствуют. Запрокидывание вверх отсутствует, запрокидывание вверх, влево, вправо отсутствует с обеих сторон. Значит, получается, сгибание, да, головы отсутствует, сгибание, поворот влево отсутствует, сгибание, поворот вправо отсутствует. Все. Если в какой-то момент появляется то, что мы с вами говорили, тардус парвус, то вы это прямо документируете в положении, допустим, при повороте головы влево, в правой там или в левой позвоночной артерии регистрируется спектрограмма потока по типу тардус парвус, что более соответствует вертобазилярной недостаточности. То есть вот мы показали, в каком значит, положении появляется соответствующий эффект. А заключение вы здесь так и можете указать. Вот я уже видел, всплыл вопрос, что позиционная вертобазилярная недостаточность при повороте головы, допустим, влево, в левой, значит, в бассейне левой позвоночной артерии. Вот таким образом, или вправо, или в обеих вообще позвоночных артериях. Так, ниже. Мы проводим пробы с пережатием сонных артерий? Нет, Татьяна, мы на предмет функционирования соединительных артерий вообще не делаем, но это совершенно бессмысленно. Это имеет место при, допустим, в каких-то научных интересах, но на потоке никаких пережатий у нас нет цели посмотреть, есть ли, да, сомкнутый круг, замкнутый спереди, замкнутый сзади, с одной стороны, с другой. Нет, мы это не проводим. Это больше такой учебниковый вариант, я бы сказал.
Страшно представить такие манипуляции с пожилыми пациентами. Нет, Никита, мы делали и пожилым пациентам, поверьте, ничего нет, никто в обморок не падает. В обморок падаем, когда мы начинаем, коллеги, когда мы исключаем вот эти волшебные вертобазилярные симптомы. Вот там, да, думаешь, насколько идет гипердиагностика. Здесь не история там про какую-то избыточную физнагрузку и так далее. Поэтому нет, здесь не будет. И еще раз повторюсь, Никита, отоневролог в приоритете. Дальше уже после него, вот там уже вы поймете, с какой стороны проблема, почитав описание его консультации. Если спектрограмма изменилась при повороте налево, проблема с артериями слева. То есть сдавливается артерия, то есть неважно, может с одной стороны, с другой стороны. Поэтому всегда вот билатеральный мониторинг – это идеал. Поэтому мы исследуем вот в том же положении и с одной, и с другой стороны. Но я обычно начинаю вот все вот эти вот варианты с одной стороны, потом то же самое с другой стороны. Что значит доброкачественное, Никита? Доброкачественное позиционное головокружение – это нозологическая форма. Поэтому можете набрать, погуглить, пояндексить. И в этом плане это проблема, это проблема чисто от невролога. Это связано с заболеванием внутреннего уха. Разные там есть варианты, все это объединяется как доброкачественное позиционное головокружение. Это не история про позвоночной артерии, вертобазилярную недостаточность. Вот так вот кратко сказать. Есть классический вариант Фелизиева круга у пациента, как бы это будет влиять на результат позиционный. Ну вот так и мы сказали. Если это, допустим, фетальный тип, я вот очень часто встречаю передняя трифуркация, но у нас внутренняя сонная артерия это всегда трифуркация. У нас, вот я вам рисовал, да, ветви, я их еще раз покажу прямо. Так, вот, так, вот они, посмотрите. Только бы цвет не другой выбрать, какой-нибудь черный. Вот у нас внутренняя сонная артерия. Давайте смотреть. Передняя мозговая раз, средняя мозговая 2, задняя соединительная 3. У нас у всех в норме трифуркация. Не понимаю, что значит трифуркация. Поэтому у нас она в норме не бифуркация, а трифуркация. Поэтому как бы я не понимаю, когда про трифуркацию вообще говорят. А вот патологический вариант, то, что вы говорите, да, вот то, что именно относится к тому, что мы говорим истинная вертобазилярная недостаточность, это когда у нас пожирнее, когда вот с одной стороны позвоночная, дальше идет базилярная основная артерия и пошла. Вот здесь, допустим, задняя мозговая, задняя соединительная артерия, здесь классика, да, вот внутренняя сонная, а вот с этой стороны все, отсутствует задняя мозговая. И вот в этом случае мы говорим, это история про фетальный тип происхождения задней мозговой артерии, когда задняя мозговая артерия берет начало не от базилярной, простите, а никак не перевести. Можем паузу, да, сделать небольшую. Коллеги, 5 секунд пауза, чтобы мы переключились на... э, Можно даже звук не отключать. Я тут, не теряйте меня, я присутствую. Ага, сейчас. Сейчас мы подключим. Мгм. А то я рисую, показываю. Так, не коннектится с Apple TV. Вот, все, подключился. Вот, коллеги, я еще раз повторюсь, я нарисовал. Значит, с одной стороны, другим цветом, значит, вот это вариант нормальный, да, замкнутый как бы сзади,
круг. А вот с этой стороны, видите, задняя мозговая артерия берет начало не от базилярной артерии, а от внутренней сонной. Вот она. И вот этот тип называется фетальное происхождение задней мозговой артерии, соответственно, видите, справа, да, ну, как стандартное представление, это правое. Это может быть то же самое слева, а может быть билатеральный фетальный тип. Вот билатеральный фетальный тип, конечно, здесь ни о какой компенсации быть не может, но мы же понимаем, что симптоматика появится она намного раньше, не в более молодом возрасте. Чем меньше у нас путей, и, соответственно, вот, как вам сказать, именно по этой причине, из-за того, что фетальный тип происхождения задней мозговой артерии встречается не так часто, особенно билатеральный, то и частота встречаемости вертебро-базилярной недостаточности, она не настолько, насколько мы ее себе, насколько мы ее как бы создаем, да. Вот это важно. А стандартно вот то, что я говорил про трифуркацию, пока мы были, да, вот у нас еще раз я на этом примере. У нас внутренняя сонная артерия терминируется передней мозговой, средней мозговой и задняя соединительная артерия, это запомните ветвь, не задняя соединительная артерия, это ветвь внутренней сонной. Вот у нас классическая трифуркация, не бифуркация, а трифуркация. Неврологи любят направлять на предмет нарушений венозного оттока. Ну, здесь, Вероника, тоже очень я встречаюсь, это вообще отдельная история. Если вам интересно, мы как-нибудь тоже прямой эфир проведем по венозным, вот так называемым дисциркуляциям, и что действительно мы реально можем выявить. То есть нарушение венозного тока, они вызываются чем? Какая-то проблема, да? Либо это тромбоз, еремной вены, либо это тромбоз безымянной вены, тогда еще по позвоночным, да, будет проблема, либо это тромбоз верхней половины. Это, ну, совершенно отдельная история. И когда пишут, мне вот тут недавно суставный хирург пишут, а с какого, по каким критериям вообще врачи ультразвуковой диагностики диагностируют эктазию еремной вены или эктазию позвоночной вены? А на что они ориентируются? Я говорю, я не знаю, на что они ориентируются. Их нужно спросить того, кто это написал, на что он ориентируется, потому что, да, мы с вами понимаем, в положении лежа еремная вена может иметь очень большой, там в 2 раза даже превышать размер общей сонной артерии, но это не эктазия. Это совершенно нормальное состояние, емкостный сосуд. А вот если этого же пациента вы посмотрите еремную вену в положении сидя, она чудным образом, как бы, да, вот, очень резко изменится в размере и станет меньше, чем общая сонная артерия. Поэтому как бы здесь по венам это отдельно. Я пока не буду на этом останавливаться, чтобы ваше время не отвлечь. Где попробую, можно почитать в литературе. Вот смотрите, Татьяна, в русскоязычном изданиях мне ничего не удалось найти более-менее вразумительного и, так скажем, доказанного. Все, что мне встречалось, это все вот оценка скорости кровотока снижается на 30% и больше. Вот все это, это не вертебробазилярное, это всего лишь стандартное вертеброгенное влияние, оно есть у многих. А вот истинная вертебробазилярная недостаточность, напомню, это задняя мозговая артерия. Я вам статьи показывал, в принципе, да, вот, где вот об этом можно почитать. Это можно легко загуглить, Татьяна, и выйти на достаточно много есть публикаций на эту тему. Я просто все публикации не стал приводить. Ну, они фактически дублируют, да, друг друга. Нет смысла говорить 10 раз об одном и том же. Но вот начиная с 2002 года, вы видели, да, впервые было показано, что как это можно диагностировать. И вот 2014 год уже было показано, что, ребята, оказывается, что головокружение это не проблема вертебробазилярная, это не знак равно. Потому что этим вопросом задались в 10-е годы еще наши коллеги в дальнем зарубежье.
И вот начали также вот эту тему изучать и так далее. Да, вот, а что с пациентами? Оказалось, что вот там, по-моему, 150 или 170 человек было с головокружениями, с позиционными, ни у одного не было вертебазилярной недостаточности. Они все к отоневрологу попали на так называемый вестибулярный центр. Им это диагностировали доброкачественную позиционную головокружение, провели лечение, и 96% получили, ну, положительный эффект. То есть симптоматика, она либо исчезла, либо резко-резко редуцировалась, потому что там много, да, может быть, вариантов. Как-то влияет результат именно поворотных проб на лечение? Или больше на клинические пробы основывается врач? Значит, ну, понятно, что клинические пробы обязательно. Самые примитивные пробы, не вижу, к сожалению, имени, это невролог, да. Татьяна, при поворотах головы невролог оценивает нистагм. Нистагма, одностороннее расширение зрачка. То есть вот все то же самое, о чем мы говорили, это должен сделать невролог. И он смотрит, появляется ли нистагм, появляется ли одностороннее расширение зрачка, которое указывает на вертебробазилярную недостаточность. И если этого не появляется, то ну, это точно не история про вертебробазилярную недостаточность. Стоит ли измерять? Нет, Артем, никаких объемных кровотоков в позвоночной артерии, абсолютно ни о чем цифра. Она абсолютно мусорная. Да, она описана еще в Цвибеле, который русскоязычный, переведенный, но он уже морально устарел. Да? Это история вообще очень древняя, то, что переведенный на сегодняшний день Цвибель. И никто не оценивает объемную скорость. Да, вот пытались там до 2010 года это делать, но потом посмотрели, никакого вообще значения не имеет. Вот объемная скорость кровотока при фистулах диализных, да, там действительно это имеет значение. Здесь абсолютно никакого. Так, Зипа. Большое вам спасибо за участие. Не было бы вас, не было этого всего. Меняется ли характер спектра при диссекции основной артерии? Да, конечно, меняется при диссекциях спектр, и проксимальные эффекты будут, и дистальные, и так. Это отдельная история. Не смогу это сейчас всеобъемлюще вам рассказать в рамках сегодня. При аномалии Киммерли какие изменения спектра можно увидеть? Есть ли какие-либо пробы? Никаких мы гемодинамических изменений не увидим. Киммерли тоже достаточно такая, значит, патология. Но не патология, вариант развития. Это не история про вертебробазилярную недостаточность, поверьте. Если не верите, то проверьте при Киммерли, как меняется при поворотах. Если вы докажете, что действительно идет вертебробазилярная ишемия у пациента с аномалией Киммерли при вот этих ротационных вариантах, то тогда это будет вертебазилярная недостаточность доказанная. То есть мы должны, повторюсь, мы должны изначально рассматривать пациента с головокружением как доброкачественное позиционное головокружение, пока не доказано обратное. Вот как только доказано обратное, допустим, мы исключили нарушение ритма проводимости, у пациента нет слабости синусового узла, у пациента нет тяжелого артериального стеноза и так далее. Да. Если кардиостимулятор, нет кардиостимулятора, все параметры выставлены, гемодинамика, мы смотрим по интегралу скорости потока, все, ударный объем и так далее, все идеально у пациента с стимулятором, но головокружение, да, вот какое-то непонятное. И вот когда уже все исключили, и тогда уже мы смотрим в сторону вертебазилярной недостаточности. Если есть патология, то значит нет адекватной коллатерализации. Как это надо выяснять? Или это уже не наша задача? Людмила, смотрите, ну, отсутствие адекватной коллатерализации это не есть патология, это просто вариант развития круга Уиллиса. Назвать это патологией нет. Вот в этом случае позиционная компрессия вызывает вертебазилярную недостаточность и клинически, и мы с вами ее доказали инструментально,
И с этим уже можно работать. Как это совершенно отдельная история. Тоже, что делать с этими пациентами? Да, есть специалист знает, что с ними делать, и это уже будет совсем другая история, как их вести, какие варианты лечения при вертобазилярной недостаточности оказывать. Оценка только по P1 при... Да, Никита, только P1. Все экстракраниальные действительно в топку. Это все будет переоценка, это все будет гипердиагностика, и пациенты не получат должного лечения. В иллюзии будет в иллюзии, если вы будете оценивать поворотные пробы по позвоночным по шейным сегментам позвоночной артерии, в иллюзиях будет тот невролог, который направил, и в иллюзии будет пациент. И поверьте, вот это приходится снимать. И насколько, да, вот как пациенту объяснить политкорректно, да, о том, что, вы знаете, а вот все эти годы до нашей с вами встречи, ну, как бы это вот все история была вообще непонятно про что. А вы еще не представляете, какое облегчение испытывают пациенты, когда они получают действительно вот необходимое лечение, что это не история про позвоночную артерию. А, Так, в сущности, мы выявляем адекватность. Да, мы выявляем адекватность. Мы выявляем именно, есть вертобазилярная недостаточность или ее нет. Либо есть, либо нет. Все. Кровоток по позвоночным артериям, даже если есть окклюзия позвоночной артерии с одной стороны, а, выраженный стеноз позвоночной артерии с другой стороны или гипоплазия, это еще не вертобазилярная недостаточность, если у него хорошая передне-задняя коллатерализация. А вот если мы смотрим с вами по P1 сегмент и видим, что там все плохо, тардус парвус, да, то все. Это вот здесь уже нужно караул и уже что-то начинать делать. Так, про венозную услышал. Попробуем сделать. Так. ВИЧ-4 сегмент не исследуем, Елена. Нет, это никак. Все. Я надеюсь, что я раскрыл это. Какую современную монографию по оценке вертобазилярного? Артем, это вот просто загуглить. Это не займет много времени. Вот у меня это может занять ровно, ну, минуту. Используя Google, вы можете просто вертобазилярная недостаточность на русском языке, ультразвук. Вот 4 слова: вертобазилярная недостаточность, ультразвук. В Яндекс Translate или в Google переводчике, или Google Translate, вы с русского на английский, Ctrl-C, Ctrl-V в поисковую строку, только не Яндекс, а Google, и он вам выдал огромный список разных статей, источников и так далее. Вы можете погрузиться прямо в эту историю. А с учетом систем механического перевода, машинного перевода, который сейчас есть, то вот восприятие на понятный вам язык, оно будет, да, перевод где-то будет, где-то он, ну, по смыслу я бы вот по-другому сказал, но в принципе он будет читабельный и понимабельный. А, Если имеет гипоплазия, дегенеративное изменение позвонков разве не должны оценивать? Не должны. Никита, только, да, вот я видел, где-то снимаю вопрос, только если пока не доказано обратное. То есть изначально это доброкачественное позиционное головокружение, мы исключили нарушение ритма, проводимости, тяжелый артальный стеноз и так далее. Да, вот причины кардиальные, внекардиальные, которые могут теоретически привести. И вот когда все вот это вот, тогда уже вертобазилярная недостаточность. Ну, в принципе, отоневролог грамотный, он и направит к вам на вот такую вот тестирование. То есть это не должен делать терапевт вообще не от слова совсем. Это не должен делать невролог универсал. Это должен вот ваши те, кто к вам направляет, это вот неврологи. Вот в чем история.
Так, Надя, большое спасибо вам за, за участие. Коллеги, ну, надеюсь, что действительно у нас получился такой интересный дискусс. Вы получили новую информацию. С этой информацией нужно переспать. И желаю вам успехов, внедрения это все в клиническую вашу ежедневную практику. Делаем благое дело, делаем мир лучше, пациентов счастливее, а себя, скажу так, прямо себя богаче. Это идеальная картина нашего мира. Большое спасибо за внимание. Можете писать еще вопросы и ваши комментарии в чате. И после этого прямого эфира я также посмотрю чуть позже. И если какие-то еще есть вопросы не раскрытые, тоже на них отвечу. Большое спасибо. Всем успехов. До свидания.